Привет, я Кирилл, и в этом видео мы с вами поговорим про очень. Но прежде чем мы приступим к теме сегодняшнего мини-видеоурока, я хочу у вас спросить, кто смотрел видео на прошлой неделе, давайте повторим, насколько хорошо работает ваша кратковременная память. Я вам сейчас скажу предложение на русском языке, попытайтесь его интерпретировать на английский язык, используя те словосочетания, которых вы услышали, если вы смотрели мое видео на прошлой неделе. Итак, предложение следующее. Вы говорите, что вы отвыкли от всего этого. Итак, можно сказать разными способами, как бы это сказал я. I'm no longer used to that. Либо I'm no longer used to it. Либо I'm not used to that anymore. Ну, а теперь к теме сегодняшнего видео. Итак, есть у вас слово tiny, например, или huge, и вы видите или говорите что-то типа This is very huge, or My apartment is very tiny. Так не говорят. Вопрос на засыпку, почему? Very tiny, very huge, или, например, very wonderful, или very exhausted, или, например, very heartbroken. Это все будут примеры лексической несочетаемости. В принципе, я думаю, собеседник-то вас поймет, но лексически это будет неверно. Дело в том, что вы имеете дело с так называемыми strong adjectives. Есть в английском языке обычные regular adjectives, назовем их так условно, и strong adjectives. Или, как их называют в педагогической лингвистике, non-gradable adjectives. Что это значит? Например, если у вас обычное прилагательное pretty, чтобы из него сделать прилагательное чуть посильнее, можно использовать слово-усилитель, как я его называю. Это правильно, универсальное слово very. И чаще всего вы так в быту говорите very good, very bad, very pretty, etc. Кроме very, вы можете использовать более casual слово, это really, really big, really expensive, or really cheap, например. И really переводится как очень. Вы также можете прибегнуть к помощи слова so. It was so hot yesterday. It is so cold today. 3 разных усилителя. Но когда дело касается strong adjectives, такие как tiny, крошечный, exhausted, вымотанный, например, wonderful, замечательный, excellent, превосходный, perfect и так далее. Мы сегодня в видео посмотрим, какие существуют наиболее high frequency. Чтобы из них сделать еще сильнее прилагательные, они сами по себе non-gradable, то есть это потолок. Если вы говорите, например, крошечный, все, мы не можем никуда дальше двинуться, мы уже определили, так сказать, конец нашего отрезка. Very tiny. Это странно сказать. Хотя вы можете сказать, хотя так англофоны дети, например, говорят. Напомню, что дети еще не понимают вот этой разницы, они не чувствуют, несмотря на то, что это их родной язык, поэтому по ним судить какие-то паттерны или делать умозаключения, как говорят, не стоит. Так вот, какие слова можно использовать? Существуют разные strong adverbs, наречия перед ними будем использовать. Я вам дам 3. Запомним их по следующему акрониму. Car, машина. Car, например. Completely, это C. A, absolutely. И R, really. Чем примечательно слово really? Слово really, наречие really, работает как с обычными прилагательными, так и с non-gradable прилагательными. Удобно. То есть, о чем-то я. Вы можете сказать It's really tiny. Очень-очень малюсенькая маленькая квартирка. Или, например, It's really small. Самые 2 популярных усилителя non-gradable прилагательных это absolutely и really. Есть еще completely. Completely работает не всегда. И в основном completely работает с прилагательными, которые передают что-то отрицательное, то есть имеют негативный смысл. Об этом чуть позже. Сейчас я вам буду называть прилагательное. Попробуйте определить, к какой категории оно относится. Либо regular, либо non-gradable или strong. Можете себе разделить, если вы ведете конспекты, на 2 столбика тетрадь и записывать в каждый столбик свое прилагательное. Я остановлюсь на high frequency adjectives. Напоминаю, если вы изучаете английский язык, если вы смотрите мои видео, они направлены прежде всего для тех,
кто неуверенно себя чувствует в английском языке, прежде всего мы ориентируемся на high frequency vocabulary. Это те слова, которые наиболее часто возникают в речи. То есть не нишевые какие-то фразы, которые once in a blue moon вы встретите, и которые вы сами можете выучить без помощи учителя, а те слова, на которые стоит обращать внимание, потому что вы их увидите в словаре монолингвальном, когда вам нужно будет посмотреть определение сложных слов. Если вы не понимаете простые слова, то определение сложного слова вы тоже не поймете. И вы их услышите от своей соседки Зины, если вы живете в англоговорящей стране. Также меня в комментариях очень часто спрашивают: Кирилл, а есть какие-то списки, где я могу посмотреть эти high frequency words? Вы же понимаете, английский язык — это дело такое, списков каких-то официальных от какого-то непонятного царя, конечно же, нету. Есть, так сказать, arbitrary lists, Cambridge можете посмотреть, Longman, у них есть такие списки, но это будет просто список слов. Что вы с ним будете делать, как вы с ним будете играться, вы же не учитель, вы же не знаете. То есть для вас это будет просто написанные слова. Поэтому там же все формы. Вы не думайте, что форма, например, слова pretty. Там нужно знать, с какими словами оно использует, словосочетание. То есть вы добавляете к каждому слову еще с десяток, и в итоге у вас получится очень много слов. Поэтому это лучше делать все комплексно, в процессе изучения какой-то темы, чтобы был какой-то контекст, чтобы вам легко запоминалось, чтобы это было, может быть, или смешно, какая-то эмоциональная, чтобы была составляющая, потому что так нам запоминать легче. Или, может быть, что-то страшное, неприятное, наоборот, фильм ужасов какой-нибудь. Huge, enormous. Как вы сделаете из этих прилагательных более сильное прилагательное? Скажете ли вы very huge, very enormous? Или, может быть, absolutely? Правильным ответом будет absolutely enormous или really huge, absolutely huge, потому что это non-gradable strong adjectives. Помните, я вам давал 3 прилагательных: fantastic, fabulous and terrific. Они также относятся к этой категории non-gradable adjectives. Fantastic. Например, how you doing today? I'm feeling really fantastic. I'm feeling absolutely fantastic. Absolutely terrific, and this is absolutely fabulous. Completely terrific, completely fantastic, completely fabulous работать не будет. Помните, я упомянул, что completely у нас присоединяется к прилагательным, которые обозначают что-то отрицательное. Flawless. Как бы вы сделали прилагательное посильнее? Как бы вы его усилили? Опять же, really или absolutely flawless. Flawless — это без изъяна, без сучка, без задоринки, идеально выполненное что-то. Может быть flawless skin, если у вас природно градило, flawless skin. Идеальная кожа. Или вы можете пойти дальше и сказать her skin is absolutely flawless or her skin is really flawless. Следующее прилагательное impossible. А вот здесь подумайте, как сказать. Правильным ответом будет либо really impossible, it's absolutely impossible. Совершенно невозможно. Absolutely. Very impossible. Такое. Следующее слово вы все знаете, это exhausted. Это non-gradable прилагательное. I'm absolutely exhausted. Really exhausted. Следующее прилагательное это freezing. Вот на улице, например, очень холодно. Можно сказать it's very cold. Чтобы сказать пипец какой дубак. И, кстати, в русском, вернее, языке мы используем прилагать наречия типа как пипец и все его формы или какие-то другие матерные слова для хорошего, красивого словца. Поэтому можете поработать с переводом, как вам больше нравится. Посмотрите, как вы обычно говорите это в быту. По-русски я имею в виду. Так вот, freezing, если мы хотим усилить и сделать его еще сильнее, мы добавляем либо it's really freezing today, либо it's absolutely freezing. Absolutely freezing. Когда вы хотите жрать очень сильно, вы можете сказать I'm very hungry, а можете пойти дальше, усилить, добавить драмы и сказать I'm absolutely starving. Completely starving? No. Хотя и негативное значение. I'm totally starving. Тоже такое себе. Хотя totally есть. В британском английском еще есть слово utterly. А в американском английском оно как-то не очень прижилось, хотя некоторые говорят. Terrified. I'm absolutely terrified, or I'm really terrified. Terrified означает very scared. Very scared. Соответственно, все его формы terrifying, очень страшный, так что у вас стынет в жилах кровь. It's absolutely terrifying experience, or really terrifying experience. Delighted. Delighted means very happy. I'm delighted to introduce you to my new friend. Or I'm absolutely delighted to announce my new project. Я очень рад представить вам свой новый проект. Fascinated.
This book is absolutely fascinating. Например, Гарри Поттера вам нужно одним прилагательным писать, и вы говорите this book is absolutely fascinating, or this book is really fascinating. He did a brilliant job. Really brilliant or absolutely brilliant. Brilliant — это тоже non-gradable прилагательные. То есть все вот эти прилагательные, которые я вам называю, они мало того, что high frequency, обращайте внимание, и они non-gradable. Heartbroken. She was absolutely or really heartbroken. Это когда ей разбили сердце. Это может быть отношения, это может быть какая-то трагедия в жизни человека произошла. Absolutely heartbroken. Stunned. Stunned — это когда you are shocked. She was absolutely stunned. Ее просто потрясло, поразило. I was absolutely stunned. И это работает как в положительном и в отрицательном значении. Нужно смотреть уже по контексту. Overwhelmed — еще одно non-gradable прилагательное. Часто overwhelmed with emotions, например, когда вас переполняют разные эмоции, с этим трудно справиться, у вас какая-то тревожность и так далее. Или когда все в жизни у вас много происходит, и вы просто не можете выбраться, вам кажется, что вы просто то, не те. She was absolutely overwhelmed with. Я вам специально повторяю миллион раз absolutely, чтобы у вас к концу этого видео нельзя было с санными тряпками выбить всю эту информацию, потому что она рабочая, very practical, very useful, и чтобы у вас уже сформировался какой-то навык, хотя бы понимание это на слух, чтобы вы это узнавали в речи. Опять же, негативная эмоция, когда что-то произошло у вас в жизни, какое-то малоприятное событие, катастрофа, или там на хомячка вы сели, вы того порешали. Devastated. She felt devastated. Усиливаем прилагательное. She felt absolutely devastated. She felt really devastated. Ridiculous. Ridiculous — это какая-то ерунда полная. Нелепица, нелепая ситуация. Например, вы пришли в паспортный тейбл, и перед вами закрылось окошко, и вы говорите this is ridiculous. А если сильнее, this is absolutely ridiculous. Это совершенно ни в какие ворота не лезть, никуда не годится. Ridiculous. Также есть два слова awful, terrible. Еда, например. Пришли в ресторан, еда вам не понравилась, вы говорите this food is absolutely awful, or it's really awful. This food is absolutely, it's really awful. Terrible, it's absolutely terrible. То же самое, это синонимы ближайшие. Также вы можете использовать усилитель completely awful. This food is completely awful. Отрицательное значение работает completely. Но со словом terrible работает чаще всего наречие absolutely. This food is absolutely terrible. Можно ли сказать it's completely terrible? Ну, вообще, технически можно, практически так никто не говорит. Это как-то попахивает странностью. Это все равно, что вы по-русски скажете красивая кружка или красивая чашка. Вас поймут, но что-то не то, согласитесь. Туда же относится disgusting. This food is disgusting. Фу, противный, не нравится мне. Absolutely disgusting. Completely disgusting уже не работает. То есть, видите, несмотря на то, что есть какие-то тенденции в грамматике, правилам это назвать нельзя, потому что с какими-то словами работают уточняющие усилители слова, с какими-то нет. Это нужно просто уже вам вырабатывать навык, много читать, говорить и слушать, и делать для себя какие-то пометки, какие слова с какими прилагательными чаще всего лучше коммуницируют. Hilarious. Вы знаете, something that is very funny is this movie is absolutely hilarious or really hilarious. Очень смешной фильм. Ну и прилагательные, например, stunning and gorgeous. Этим прилагательным вы можете описать все, что вы видите, глазами воспринимаете, и это очень красиво. Eye-pleasing. For example, the view from my window is absolutely stunning or absolutely gorgeous. The view is absolutely stunning or gorgeous. Замечательный, превосходный вид. Вы можете так одежду описать, человека даже так можно описать. You look absolutely or really stunning, сногсшибательно, gorgeous, великолепно, замечательно, красиво и все подобные синонимы. Давайте сделаем небольшой recap. То есть, когда мы имеем дело вот с такими прилагательными non-gradable или strong adjectives, мы можем их усилить с помощью наречий, тоже strong или non-gradable, absolutely or really or completely or totally or utterly. Там уже надо по обстоятельствам смотреть, какие к ним подходят. Обычные усилители типа very и so работать не будут. Напоминаю, что у меня есть Telegram и Instagram, Kirill's_English.
English. Также, если вы хотите индивидуальные онлайн-уроки со мной, под этим видео в описании есть вся информация, по ссылке можете пройти проверить. Также у меня на инстаграме есть new channel, называется он без фильтра, можете подписаться. Желаю всем отличных выходных. Пока.